Друзья, всем привет! С вами Ольга Старшая. Сегодня у нас маленький урок о том, как экспортировать лекала и как разбить их на на несколько листов в формате А4, чтобы вы могли напечатать это на вашем домашнем принтере. Для того, чтобы лекала были видны, я использую такой паттерн в настройках текстуры. Вот у меня обычный дефолтный паттерн. Я сюда обычная дефолтная ткань, и я сюда добавила паттерн. Вот здесь, в настройках текстуры. Вы можете использовать любой, можете найти в интернете черно-белый, хоть в полосочку, хоть в линеечку. Это нужно для того, чтобы я могла понимать, где внешняя сторона лекала, а где пустота. И должна сказать, что функция экспорта лекал в 2D картинку доступна только в триальной версии, то есть в первый месяц, как вы зарегистрировали программу. То есть как вы зарегистрировались и активировали программу. Если у вас лицензия триальная, то вам эта функция доступна. Если у вас уже free версия, то вам, скорее всего, эта функция будет недоступна. Ну что, погнали? Заходим в Tools, нажимаем вот это вот окошечко, иконочку 2D снапшот вернее. И у нас появляется такое вот окошко. Мы можем экспортировать это все JPEG, TIFF, PDF, PNG, PSD и так далее. Я выбираю JPEG. Значит, Resolution я поставлю 300 ppi для печати. Здесь я поставлю High Resolution. Здесь я ничего не меняю, кроме последней галочки. У нас тут очень много галочек. Я здесь убираю только вот Linked Style Line. Он убирает вот эти линию между связанными элементами. Она мне не нужна. Ну, здесь у меня все стоит, как видите. И вот эта галочка я ее ставлю. Она показывает как бы небольшой отступ от всех элементов. То есть сохранится картинка с отступом. Дальше, если у вас очень много деталей, они, как у меня тут 4 крупных и 4 маленьких, а прям очень много деталей, и вам такая картинка очень большая будет, то вы можете экспортировать каждую деталь в отдельную картинку. Называется Export Separately. А потом уже разбивать каждую деталь на отдельные фрагменты. Но я буду цельной картинкой экспортировать, а вы можете попробовать и так, и так. Хорошо, тут все настроили, нажимаем Save. Он нас предупреждает, что картинка будет очень большая. Я говорю, хорошо. Нажимаю, у меня тут уже есть заготовки, нажимаю сохранить. Да. Ждем, смотрим, что получится. Он сохранил, окей. Идем, открываем нашу картинку. Так, где тут у нас тест? Это ж я не там. Вот. Так, вот он нам сохранил нашу картинку. И смотрите, у меня здесь автоматом подставились еще китайские символы, и в обязательном порядке от них нужно избавиться. Нажимаю «Заменить». Это прям очень необходимо. Вот. И такую вот мы картину видим с вами. Вот наше лекало. Да, кстати, обратите внимание, очень плохо видны линии. Прям очень плохо. Для этого нужно в каком-нибудь редакторе, в любом, какой вам доступен, настроить контрастность. Я буду настраивать прямо в просмотрщике. Просмотрщик у меня называется Fastone Image Viewer. Ссылка на него будет в описании. Это бесплатная программка, мне она нравится. Я сейчас быстренько настрою тени, цвета, контрастность в максимум, насыщенность в минимум. Окей. Давайте глянем, что там получилось. Сейчас он подумает. И увидим. Картинка, кстати, большая довольно.
Хорошо. Линии стали более четче видны. Мне подходит. Что делаем дальше? Дальше у нас вступает в игру вот такая программка. Называется она Poster Razor. Она тоже бесплатная. Ссылочка на нее будет в описании. И что мы делаем? Мы тащим эту картинку вот сюда. Все, она у нас здесь открылась. А открылась она? Дайте-ка посмотрю. Ага. Все, открылось. Да, вот он показывает аж 25 тысяч пикселей. Да, все, это она. Она открылась. Хорошо. Значит, что мы с ней делаем? Нажимаем Next. Выставляем. Тут есть, конечно, стандарт. DIN A4, DIN A3. Не знаю, что значит DIN. Ну, давайте поставим A4. Портретная, либо ландшафтная. Это ориентация. Дальше. Отступы. У любого принтера, даже если он вам говорит, что он работает, печатает без полей, все равно есть хотя бы микрополя, там 0,4, 4 мм-7 мм. Поэтому давайте мы это все проконтролируем и добавим по 10 мм с каждой стороны отступы. Мы точно будем знать, что это отступы были 10 мм, их можно потом линейкой отмерить, отрезать в нужных местах и склеить там, где нам нужно. Окей, это настроили. Нажимаем Next. Он теперь спрашивает, где у нас будут перекрытия, в каком месте. Я нажимаю, как есть, bottom right. Нажимаю Next. И он нам показывает... Почему, кстати, 2? Вот. Нам нужно выставить в процентах. Size в процентах. И он здесь выставил автоматом 17%. Нам так не пойдет, нам нужно 100%. И смотрите, на какое количество страниц он нам все это разбивает. Нажимаем Next. Вот эта странная иконка, это сохранить, ребята, так что не пропустите. И тут он еще говорит запустить PDF после того, как будет сохранен постер. И я ставлю галочку «Да». Ну, мне же хочется посмотреть, что он там нам сделал. Я нажимаю «Сохранить», выбираю свою папку, нажимаю 01, ну, имя выбираю «Сохранить». В общем, какая-то ошибка у него вылезла. И он не справился с задачей. Походу, ему не нравится размер файла. Давайте еще раз попробуем. Если нет, то можно будет просто уменьшить. Так, да, это открылось. Все то же самое. Настройки сохранены. Давайте так. Пусть будет так. Настройки сохранены. Я хочу абсолютный size. Так, 100%. Я хочу next. Я хочу сохранить. И он опять вылетает. Проблема. Давайте попробуем следующий хак. Мы не будем делать такое большое разрешение. Допустим, Tools, 2D Snaphost. Сделаем, допустим, не 372. Сохранить. То же самое. Сейчас мы сделаем все те же операции. Он, кстати, опять сделал китайские символы. Так. Ну, давайте я здесь это сделаю. Переименую. Да, заменить. Смотрим. Окей. Сейчас еще раз настроим контраст. Так, контрастность сюда. Окей. Сохранить. И пробуем снова. Открываем. Тест.
Возможно, дело в размере, что это очень большая картинка, и из-за этого он может вылетать. Так, здесь мы ничего не меняли. Окей, next. Снова size в процентах. 100%. Next. Он опять же на то же самое количество разобьет, но только что качество печати, может быть, будет не такое очень сильно качественное. Ну, мы сейчас посмотрим. Так, 0,1. О, получилось, да. Ну, как видите, вот в чем проблема, когда 72 dpi. Видите, линия не очень качественная, но зато получилось разбить все, ну, четко он разбил на странице. И мы точно знаем, где... Это у меня 200%. Давайте на 100 поставлю. Ну, и мы точно знаем, где у нас именно то, что нам нужно оставить, а то, что нам нужно вырезать. Вот так вот мы и разбиваем. Для того, чтобы проверить насчет нахлёсты, вам, наверное, стоит самим распечатать какое-нибудь лекало и проверить, насколько у него вот эти 10 сантиметров выдержаны и хорошо ли он здесь все это расположил. Я, к сожалению, это проверить не могу, но я подозреваю, что все там нормально. Если вы все же хотите качественное лекало, то вам, наверное, нужно экспортировать все это не одной картинкой, как я это делала, а экспортировать по отдельности. Как мы это делаем? Мы ставим галочку Export Separately. И давайте поставим 300. Save. Он меня предупреждает о том, что это слишком большая картинка. Из-за этого, кстати, вылетает этот постерайзер. Ладно, еще раз наберу, назову ее 0.1. И посмотрим, что он нам делает. Вот он. Он нам делает 8 деталей. Каждую деталь он записывает в отдельную картинку. Окей, теперь мы можем открыть. Вот он нам целую папку сделал, кстати. Я знаете, что сейчас сделал? Я сейчас быстренько переименую. Вот это вот уберу. Все. Чтобы он мне... Китайских символов не должно быть ни в коем случае. Снова открываем эту программку. И, например, вот у нас фронт, да. Кстати, вот по-прежнему вот эти края, они, кстати, на любой теме, что на белой, что на светлой теме, все равно вот эти линии очень нечеткие. Поэтому я уже не буду показывать коррекцию, но просто давайте убедимся, что это сработает на одной картинке, которая большая. Это довольно большая деталь. И посмотрим, раздуплит он нам ее или нет. Так, здесь все осталось по-прежнему. Next. Size 100%. Вот видите, насколько он нам листов. Аж на 12 листов разбил. Ничего себе. Миленько. Ну ладно, давайте попробуем. Так, идем сюда. Это называлось фронт, так и называем фронт. И вуаля. Вот такая у нас штучка получилась. В принципе, нормально. Можно и... Я не знаю, кстати, что он вот на этой картинке сделал. Вот на этом пустом... вот. Вот он что сделал. Он кусочек... Здесь это плохо видно. Короче, вот. Вот этот вот уголочек он тут распечатал. Какой-то уголочек у нас не влез. Интересно. К сожалению, я не могу здесь никакие номера сделать. Ну, как бы я не знаю, как он здесь пронумеровал это все и как он раскладку сделал. То есть это надо потом собирать пазл. Ну, смысл в том, что это довольно быстро и делается автоматически. То есть вы... можете заскринить себе, как он раскладку делал. Только непонятно, как он печатал. То ли слева направо, то ли сверху вниз. Ну, змейкой. То есть, в любом случае придется вам самим разбираться, как он там печатал. Ну что,
На сегодня, наверное, я заканчиваю. Если будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Если будут интересные темы, буду снимать на это отдельное видео. Если у вас есть свои какие-то проекты, о которых вы не хотите говорить, но вам нужна по ним помощь, вы можете обратиться ко мне за платной консультацией. Все цены и условия работы в таком формате увидите по ссылке ниже в описании к видео. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Старшая. До встречи в следующих видео. Пока!